Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусный и наваристый рассольник из бедра индейки. Количество ингредиентов и калорийность смотрите в описании. Поехали! Бедро индейки перекладываем в кастрюлю и вливаем 2,5 литра воды. Всыпаем соль, отправляем вариться на 35-40 минут после того, как закипит. Перловку заранее промойте и замочите в холодной воде на 3-4 часа. Промоем и зальем водой 1 к 3. То есть на 100 грамм нальем 300 мл воды. Отправляем вариться на 30-40 минут на минимальном огне. Одну луковицу мелко нарезаем. Соленые огурцы режем на мелкие кубики или натираем на терке. Как закипит кастрюля с индейкой, снимите пенку, уменьшите огонь и продолжайте варить. Картофель нарезаем на кубики. Морковь натираем на мелкой терке. За меня это сделает мой помощник кухонный комбайн Kenwood. Ссылку на обзор смотрите в описании. В хорошо разогретую сковороду вливаем масло. Обжариваем лук и морковь до мягкости. Добавляем зубчик чеснока, предварительно мелко нарежем или продавим через чесночный пресс. Добавляем огурцы, вливаем рассол и томатную пасту. Накрываем крышкой и тушим буквально 5-7 минут. Достаем бедро индейки и оставим немного остыть. Уберем лишнее из бульона и добавляем картофель. Варим 10 минут. Бедро индейки нарежем на кубики. Кожу не используем. В кастрюлю с картофелем добавляем готовую перловую крупу, нарезанную индейку и заправку из сковороды. Перемешиваем, по необходимости солим и варим еще 15 минут. Как только суп приготовится, даем ему настояться еще 15 минут. Вкусный и наваристый рассольник готов. Подать можно с зеленью и сметаной. Если это видео для вас было полезным, подписывайтесь на канал и смотрите мои другие видео. До новых встреч!